Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать снова на мой канал. И сегодня мы будем смотреть на iOS 18.1 релиз кандидат. Я сейчас зашел на специальный сайт для разработчиков программного обеспечения от Apple. И у нас есть версия iOS 18.1 релиз кандидат. Значит, сборка 22B82, датированная октябрем 21 числа. Сегодня мы посмотрим, как работает эта система на iPhone XR, и я вам покажу, что будет у нас, какое нововведение, самое главное, в понедельник, когда эта система выйдет полностью для всех устройств. Там есть очень такой интересный момент. На этом сайте мы можем скачать абсолютно для любого iPhone файл прошивки и прошить по новой наш iPhone. Я скачал для iPhone XR и восстановил его программой iTunes с полным стиранием всех данных. То есть восстановил как чистое устройство. Итак, перед вами два iPhone. iPhone 15 с левой стороны и iPhone XR с правой стороны. Оба телефона находятся в чехлах. Пожалуйста, вот они. Это достаточно современное устройство. Я их очень люблю. Особенно мне нравится вот iPhone XR. Это телефон просто бомба, на котором как раз установлена наша бета-прошивка. И у нас iPhone 15, на котором установлена обычная версия стандартная, еще не бета. Итак, давайте быстренько сравним системы. Я захожу в основные об этом устройстве. Так, сейчас. И как мы можем видеть, у меня здесь установлена прошивка iOS 18.0.1. Самая официальная и последняя на момент записи видео. Теперь заходим в iPhone XR. Основные об этом устройстве. Так, сейчас. Вот, видите, прошивка iOS 18.1 в скобках 22B82. То есть это у нас получается сборка перед выпуском официальной новой версии iOS 18.1. Эта сборка может измениться в любой момент, то есть она может получить более новый и более высокий номер прошивки. Но может также и остаться, если никаких ошибок в прошивке разработчики не обнаружат перед выпуском финальной версии. Так что пока эту версию устанавливать не стоит, или если вы только тестируете, ставьте на тестовое устройство и проверяйте сами ее, прошивку эту. Вот. Значит, ребят, я сегодня долго не буду показывать ничего здесь лишнего, потому что здесь особо показывать нечего. Прошивка работает прекрасно на этом устройстве. Все супер. Я лишь хочу показать вам сегодня самое главное нововведение, которое я увидел, которое мне очень понравилось. Это пункт управления, значит, всеми кнопками вот этими. Если вы заметили, то смотрите, ребят, здесь у меня отдельно вынесена кнопка по включению для Wi-Fi. Вот видите, Wi-Fi включить, сотовые данные включить или выключить. Вот, но по каким-то непонятным причинам Wi-Fi все равно у нас не выключается, как положено. Он просто отключается до, значит, завтра. Я не знаю, по какой причине Apple это сделал, но это полнейшая тупость, я считаю. Потому что сотовые данные я могу включить, либо выключить. И самое главное нововведение, что я хотел показать, это вот то, что вы можете теперь добавить элемент. Пожалуйста, вот. Пролистываем вниз. И у нас, давайте сейчас сравним вместе вот этот пункт связи. Так, давайте сейчас также сделаем на моем рабочем iPhone 15. Так, вот у нас связь. И смотрите. В общем, на финальной версии, которая доступна на данный момент на iPhone 15, мы можем с вами добавить только большую папку «Связь», вот это вот. А на бета-версии, вот вы видите, у нас дополненные кнопки Wi-Fi, VPN и Bluetooth. Вот, также есть AirDrop, режим модема и кнопка сотовые данные, авиарежим также присутствует. То есть я читал форумы, и много пользователей писали, что после обновления они обнаружили то, что в новой версии прошивки они не могут сделать также кнопки, чтобы включать и выключать интернет. Ну, либо Bluetooth, либо VPN, кому как удобно. То есть AirDrop. По каким-то причинам Apple засунула все кнопки в одну папку
и все, и у вас не оставалось выбора. Это было очень сложно включить, кнопки эти. Вот. Но сейчас это стало доступно. То есть в финальной версии вы не сможете ничего сделать. Видите, у меня здесь получается только сотовые данные и Wi-Fi я включаю таким образом. Вот с этой пачки. То есть мне нужно было сюда постоянно заходить, включать AirDrop. Вот. Это очень неудобно и дико бесило просто это. Вот сейчас в новой версии это все у нас полностью реализовано, и Apple добавила наконец-таки эти кнопки все. Я еще раз. Вот. И все, теперь мы можем добавлять без проблем. Так что, ребят, если вы искали эти кнопки, то они здесь. Все, ждите понедельника. Выйдет новая версия прошивки и сможете спокойно настроить все кнопки. Давайте, например, вынесем отдельно Bluetooth тоже вот так вот и закрепим ее вот в этом месте. Все, вот видите. То есть сейчас можно спокойно включать, выключать вот так вот кнопки эти отдельно, не заходя в эту огромную папку, которая была. Вот. То есть это очень удобно. В общем и целом здесь все то же самое. Нет смысла показывать. Давайте аккумулятор покажу. Вот, например, на этом устройстве 92%. То есть достаточно еще бодрая здесь батарея. Здесь ничего не менялось в этом аппарате. Вот, работает все прекрасно. Вот видите, даже сеть есть. Так, сейчас. Вот, ход сеть у меня стоит. Вот здесь у нас все идеально. То есть, если вы переживаете и думаете, обновляться вам или нет на новую прошивку iOS 18 на iPhone XR, то, пожалуйста, обновляйтесь. Я всегда за обновление, потому что в обновлениях у нас находятся все патчи безопасности. И, конечно, лучше ходить с новой прошивкой, потому что это и лучше для приложений, и для вас. В общем, много плюсов. И компания Apple, как в прошлый раз, не замедляет устройство, как было это с iPhone 6 Plus и, по-моему, iPhone SE замедляли. Вот. То есть вот такие вот моменты. Вот видите, все шустро работает, все замечательно. То есть я доволен производительностью. Так что, ребят, это был небольшой обзор iOS 18.1 релиз-кандидат на iPhone XR и сравнение с iPhone 15 с официальной прошивкой, то, что мы сейчас имеем. Ждем понедельника, обновляемся, и все у нас будет так же, как я показал в этом видео. Все, ребят, спасибо всем за внимание. Новым зрителям всем привет. У нас скоро будет уже 40 тысяч. Мне очень это нравится. Подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. И впереди нас ждет много интересного. Всем пока.